Хорошая страна, наши соседи. Хорошие люди, кто люди. Верфи у них были, они все профукали. Да, почему такая вражда? Witajcie moi drodzy, znajdujecie się na kanale Paszynsko-Polska i z nami dzisiaj jest Katiusza.pl. Dzień dobry. I Paszynsko-Polska, Irina Paszynska jak zwykle. I dzisiaj z Katiuszą na Krymie będziemy pytać ludzi W mieście Teodosie. Tak. O tym, co oni myślą o was, czyli o Polsce i o Polakach. Tak, i to pierwszy odcinek, a drugi odcinek będzie na kanale Katiuszy.pl. Zapraszamy. Zapraszam, Tak, tak. bo tam dużo fajnych i ciekawych pytań, które właśnie teraz będziemy opytywać u ludzi. Zaczynamy. Tak. Что вы думаете о Польше и поляках? Ну, язык у них смешной. ШЖ. Когда вы слышите слово Польша, что первое вам приходит в голову? Что первое приходит? Противоречие, неприязнь взаимная. Пожалуй, вот это. А что думаете вообще о поляках? А поляках? Вы знаете, я не очень часто с ними общался. Первое общение у меня закончилось не очень, как бы скажем, приятно, потому что это были польские летчики, они прилетали в город и спекулировали, в общем-то. То есть... Вы любите поляков? Не люблю. А чего? Они относятся к нам, не люблю. О поляках и Польше. Что тут думать? Ну, просто интересно, ваше мнение к ним. Мне приятнее думать о россиянам. Упс. Поляков я у нас вообще родственники не там думаю. живут. Вообще они меня не интересуют. Да, к Польше мы относимся очень хорошо, да. Любим польскую помаду, польскую косметику, польскую одежду, польские плащи ходили во время Советского Союза. Хорошие люди, кто люди. Хотели бы пожить там, например, в Польше? Боже упаси. Не хотели бы? А были сами в Польше или нет? Были? Я через Варшаву к Кракове. Понравилось? Да. Хотели бы туда переехать, может? Да нет. Нет? Польша? Да. Нет. А хотели бы? Ну вот мама у меня была в Варшаве, например. У меня остались фотографии. Она еще в советское время ездила туда на экскурсию. Достаточно красивый город европейский. С удовольствием бы съездила туда, познакомилась с городом. Как к полякам относитесь? Нормально. Хорошие люди? Ну, как вам сказать? Я их не знаю, поэтому так что близко. Как все люди, среди каждого народа есть хорошие и плохие. А думаете, похожи вообще вот россияне, поляки? Каким-то образом? Я думаю, что похоже. Что-то вообще все равно есть. Не очень, да? А чем отличаются? Ну, у них своя культура, совершенно другие люди. Они точно так же, как и мы, погнались за демократией. И что? Судостроительные версии профукали? Профукали. У них же сколько кораблей строилось? Море, понимаете? Да, в Гданьске. И в Гданьске, и в Щецине, и так далее. То есть верфи у них были, они все профукали. Понимаете, у них сейчас что? Основу экономику составляет вот этот вот мелкобазарный промышленный потенциал, понимаете? А кому он нужен? Что он может? Он ничего не может. Какие-то сходства есть между нашими странами, как вы думаете? Да, есть. Во всяком случае, славянское начало, оно очень сильно и, скажем так, оно превалирует. Вот, к сожалению, почему-то, да, взаимные отношения, они не ладятся, да. Но это, наверное, тоже исторически связано, потому что очень много было войн, соперничества на пространстве, скажем, определенном. А знаете, столица Польши какая? Варшава. Ага. А столицу помните? Польши? А в какие города еще знаете? Краков, Люблин, Данцик, Сувалки. Он историк. Гринев. Отлично, супер. Там Отлично. много А хороших. как? Мы были, ну, как бы, странами Варшавского договора. Наши там группы войск стояли. А как Ну и- вы? Ага, ладно. И воевали, землю там друг от друга отжимали. Ой, поляки такие же люди, как и мы. Да? Да, очень хорошо к полякам относимся. Родственники живут в Польше, прекрасно живут, отлично. А вы приезжали к ним в гости, были у них? Нет, к сожалению, нет. Знаю, что у нас родственники есть в Польше и мечтают тоже, чтобы мы посетили Польшу. Хорошее впечатление, приятная страна Польша. Люди веселые, очень внимательные. А как к полякам относитесь вообще? Как?
Не очень положительно. А когда-нибудь общались вообще с поляками? Нет. Не общались? Хотя у меня, может быть, в роду дед был поляком, поляк был. А чего плохо относитесь? Ну, политика такая они ведут. Это не то, что к народу. Там, я скажу так, к любому народу я отношусь с уважением. А вот политика, которая проводит государство, которая негативные вот такие отношения складывается, вот это, скорее всего, лежит в основе. Польша сама очень красивая, Варшава, вот, Краков, они очень красивые, это раз. Во-вторых, в Польшу много ездит россиян, вот, и отдыхать ездят, и вообще, кажется, Польша это старинный город, вот, и к полякам также относятся, как ко всем людям, а все люди на земле, земля одна. Поляки приезжают сюда или нет? Нет. Не приезжают и никогда не приезжали? В Украине. При Украине Были, да? раньше. А зачем нам поляки? При Украине они тут шарились, как у себя дома. Это хорошо. Много было, да? И это было плохо. Да, чего? Ну, а что хорошего? Не нравятся вам поляки? Поляки нравятся. И я, между прочим, по рождению полячка. И Костюшка дивизия, мой дед воевал. Двоюродный. Знаю, но у меня есть родственница дальняя, которая перевела Винни-Пуха на польский язык. У нас вообще формировалась дивизия Тадеуша Костюшка. У нас есть даже памятник. Советско-польская дружба. Советско-польская дружба, даже целый парк есть. У нас есть даже, по-моему, польское, да, Приезжал Ярузельский, да. и посадили 30 березок из Польши и 30 березок из России. Но сейчас мы не понимаем, в чем дело. Да, почему такая На вражда? фотографиях наших родственников они воевали плечо к плечу. А сейчас надо думать, чтобы опять дружить. Как это говорят, хороший мир, плохой мир лучше хорошей войны. Понимаете? То, что у них закрутилось вот в 80-е, в 90-е, это возрождение польского духа, возрождение польских этих, начали там вспоминать про границы от Черного моря до Балтии, понимаете? Это ни к чему хорошему не приводит. Закончилась война, есть передел карты Европы, мира и так далее, да? Вот давайте остановимся хотя бы на этом. Понимаете, чтобы дальше морды друг другу не чистить. Потому что все это дальше приведет только к одному. Понимаете? К повтору какому-нибудь, да? Однозначно. За Польшу погибли, освобождали от немцев 600 тысяч русских солдат, украинских и всех, то есть СССР. Ну там стоят памятники, за Да, ними памятники. следят, да. Ну они следят, а сейчас, видите, они начали уничтожать, там все, вот сносят памятники. Ну это, знаете, вот честно я вам скажу, я не русофоб какой-то там, никакой я не националист, но я скажу, что я люблю, польский он герой, в действительности, я его люблю. Украинский герой, я его люблю. Русский, конечно, понятно. Не надо вот эту грань стирать, которая существовала. Она и будет, пройдет время, все будет хорошо. И я думаю, что все будет отлично. Хорошая страна, наши соседи. А какая столица в Польше, знаете? Варшава. А какие города знаете? Ой, что-то даже не так сразу не скажу. Столицу знаете? Варшава. Да. А в каком городе, да? A Polsce nie był, w Warszawie. Что ты говоришь? Я рассказываю. А люди уносят вас домой и вечером поздним, а постпраздничный свет наполнит миг все окна дворов. То выдумал вас растить зимой, о, белые розы. Что первое вам приходит на ум, когда вы слышите слово Польша? Вот первая ассоциация. Ну, первая ассоциация это старые города, вот, и потом я один раз там катался на лыжах, лыжный курорт, такой слабенький в то время, это было лет 15 назад, наверное. Польша это мне как старинный город. Сразу ассоциация. Ассоциация Прекрасно. это старинный город, и люди
в национальных своих костюмах. Вот, длинные юбки у них. Вот, и такие, как кокошники такие вот у них, поляков. Очень хорошие люди. А назовете, может, каких-нибудь известных поляков? Шопен. Так. И сейчас Войtek Jaruzelski. Такой был футболист Дайна. А знаете, кто сейчас президент Польши? Понятия не имею. Да. Честно говорю. Дуда, правильно. Да. Она что знает, да? Вы первая, кто ответил на этот вопрос. А может, назовете какого-то одного известного поляка? Кого? Бывшего президента Леха Валенца, еще кого-то. Стой, кто у нас из писателей? Сейчас опять Валенца как крутится. Адам Мицкевич. А музыканты? Ой, музыканты. Кто там у нас поляк был? Была какая-то польская группа знаменитая, слушай, но уже сейчас забыл. Ну, Шопен, конечно. Мицкевич. Тоже хороший. Сонеты крымские. Хороший, да, хороший поэт. Ну, помню, Вайда, конечно, прекрасный был режиссер. Что вы думаете о поляках? А польские города? А вы знаете вообще польских каких-то популярных известных? А президента? Хорошие ресницы. И считаете ли вы, что нашим странам следует сотрудничать, развивать культурное, какое-то общественное? Обязательно, конечно, нужно обязательно развивать сотрудничество, и необходимо разговаривать с нашим политикам, находить какой-то компромисс и стремиться к сближению. Это обязательно. Считаю, да, обязательно. И чтобы границу убрали, Ну, да? конечно. Люди должны общаться, все-таки родственники там есть, отношения должны поддерживать. Да, между согласна, собой. согласна. Конечно, стоило бы. Все нужно возобновлять и всем дружить. Потому что без дружбы, сами знаете, уважать друг друга. Да. Скажу так, всем странам лучше сотрудничать с друг другом. Ну, конечно. У нас же всех одних славянские корни. Почему нет? Это несомненно. Сотрудничать? В каком плане? Что именно? Культурное, экономическое. Да. Ну, возможно, это будет выгодно, я тоже не углублялся в эту сферу. А может, вы знаете, кто там сейчас президент? Я знаю, кто президент России. Ну, слава богу. Знаете, кто сейчас президент Польши? На лицо знаю, а не буду говорить фамилию, не знаю. Нет, так, после Валенции Дуда. Анджей Дуда. Во время войны мы, поляки, спасли моего отца. Немцы взорвали мост, он упал в воду, очень тяжело выплыл в феврале месяце. Пашка заболел, воспаление легких, в общем-то. И поляки его подобрали, то есть на льдах там вот вблизи Вислы подобрали и выходили. Как и в любом государстве, мнение народа сильно отличается от мнения властей. Понимаете? Да, Потому что нормальные люди, они везде нормальные. Как говорил один мой приятель, немец, ему было 82, мне было 25. Он мне говорил так: нет хороших русских или плохих немцев. И там есть хорошие люди, есть. No cóż, nasi drodzy, dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Dzisiaj mieliśmy taką sondę uliczną, Bardzo ciekawą, tak, gdzie otrzymaliśmy mnóstwo informacji i teraz po prostu idę i zastanawiam, że to chyba jest podstawa do przemyślenia dla obu narodów, że trzeba coś zmieniać, tak? Tak, żeby nie było takiej wrażdziebności do siebie jakiejś, nie? Żeby ludzie po prostu zrozumieli, że nie chodzi tylko o politykę albo o historię przeszłości. Trzeba patrzeć do przodu i po prostu być I być dobrym do siebie. Tak, Tak. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami. Piszcie swoje komentarze i zapraszamy. Tak, do odcinku Tak. na Do wszystkich kanale, części, tak, да. i na moim kanale Paszyńsko-Polska. Oglądajcie, bo ich naprawdę jest dwa. Ich Tak. jest dwa, tak, jeden u mnie, a i drugi u Katiuszy. Jeden u mnie i jeden u Iryny. Tak. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia, pa pa.